Всем привет! Сегодня идем на пик Sky высотой 3129 метров. Погода пока хорошая, но скоро должна испортиться. По прогнозу сегодня гроза. От конца асфальта в ущелье Кимасар пошли в сторону Седловины, Качель, Фурмановки. После того, как поднялись на Фурмановку, пошли дальше в сторону Панорамы. Не доходя до нее, свернули налево на восток и поднялись на пик Sky высотой 3129 метров над уровнем моря. Спускались в сторону перевала Бутаковский, замкнули круг у подножия Фурмановки и далее спускались по пути подъема. Также Качели, Седловина и вернулись к началу маршрута. В кадре на дальнем плане виден пик Талгар. Идем уже 2 часа, дошли до Качелей и продолжаем путь в сторону Фурмановки. Здесь высота уже 2550 метров над уровнем моря. Расстояние около 4 километров. Погода меняется. Скоро будет подножие Фурмановки. Прошли 5 километров за 3 часа. Высота над уровнем моря 2,770 метров. И мы у подножия Фурмановки. Сейчас сделаем небольшой привал. Это сопка Фурмановка. И вдали впервые показался пик Sky. Здесь ива только начинает цвести. Вернее, только почки появились. Финальный подъем на Фурмановку. Где-то километр от подножья. И набор около 300 метров высоты. Sky еще ближе. С него, кстати, можно спуститься и в сторону Бутаковского перевала. Последние метры перед Фурмановкой. За 4 часа 6 минут поднялись на Фурмановку. Ну, долго, да. У меня вообще рекорд ровно 3 часа. Ну, от Медео. Я тогда был совсем молодой. Мне было 45 где-то. Ну, раньше вообще сюда не ходили. Виден пик Sky. Это Фурмановка. На Фурмановке долго не задерживались. Идем дальше. Сейчас поднимемся в сторону спасательной хижины до поворота на Панораму. И повернем налево. И примерно на восток. Будем спускаться и потом подниматься на пик Sky. На Фурмановке уже начинается столпотворение. Чуть выше Фурмановки есть спасательная хижина. Поднялись от Фурмановки. Такой сильный ветер дует. На поворот направо Панорама, а нам налево. Впереди виден пик Sky.
Но отсюда даже как-то неинтересно. Мы на высоте 3200, а нам на нее сейчас фактически спускаться придется. Погода суровая, конечно, сейчас. Левый Талгар. Отсюда примерно километр пути. Правда, придется спуститься сейчас до седловины и подниматься вновь. Первый раз вижу Фурмановку в таком ракурсе. И видно там, как туристы гроздями на ней висят. Забавно. Кутарбулак, Букреево. Ну и наша лысая гора Скай. Спуск, кажущийся таким пугающим в начале. Совсем уж не такой опасный и крутой. Да и не так уж далеко до седловины. Не так уж и далеко до седловины. Вон. А вот и дождик пошел. Одеваем дождевики. На рюкзаки Рейнкава. Спустились с поворота на панораму. Дождик прекратился. Вышли на перемычку. Метров, наверное, 150 потеряли высоты. И сейчас еще метров 100 надо набрать. Вот сюда довольно-таки внушительно гора смотрится. Лишь бы грозы не было. Сейчас начинаем подъем на пик Скай. Если кому не охота на него идти, можете сразу на перевал здесь уйти. Тропа идет с перемычки. Приоткрылись пики, которые в районе Богдановича, Комсомола, Чкалова, Физкультурник. Снимем отсюда с перемычки, вдруг со Ская ничего не будет видно. Подъем начался на Скай, а мы спустились оттуда. Ну, гора еще выше, чем Скай, 3200. Это поворот на панораму. Здесь не очень хорошо различимая, но есть тропа практически в лоб. Орел парит в вышине белоголовый. Планирует. Казалось, уже вот-вот вершина. Оказывается, нет, еще вон до нее идти надо. Еще немножко. На ней стоит указатель. Мы на вершине пика Скай. 3129 метров. Ну, наш альтиметр показал 3142 метра. Все в пределах погрешности. Почти 6 часов шли, прошли 7,5 километров. Ну, панорама отсюда, конечно, намного интереснее, чем с Фурмановки. На большом протяжении виден левый Талгар. Там солнышко светит. Но в основном все в тучках. Уже громыхает. Скоро, наверное, ливанет. Та же Фурмановка позади, но мы выше ее на метров 60. Город. Кутарбулак, Букреево, Талгарский перевал. Мы туда будем спускаться. И вернемся к
подножию Фурмановки. Спустились напрямую в сторону перевала. И здесь подсекли тропу, которая идет вдоль горы и выходит к перемычке. Может быть, и так удобнее было бы спуститься сначала с горы и потом выйти на перемычку и идти по этой тропе. Но мы выбрали свой путь. Здесь стоит тур. Здесь можно налево повернуть, если отсюда будете идти и подниматься. Здесь довольно-таки простой травянистый склон, а то быстро можно подняться на вершину. Здесь какие-то метров, наверное, 400-300, да? Идем уже по более-менее пологому спуску. Здесь тропка есть. Цветут альпийские луга. Хорошо. Тучки убежали на время. Может и не на время. Поэтому распадку, конечно, можно срезать. Выиграть, наверное, километр, а может больше. Внизу видна тропа. Но что-то я не знаю, как там. Вдруг там какие-то обрывы будут. Уж ладно, пойдем сейчас до перевала, а там уже будем идти и посмотрим, как там можно было выйти. Big Sky позади. Идем в сторону Таковского перевала. Здесь такая приятная тропа. Змееголовник цветет. Через 1,5 километра вышли на перевал Бутаковский. Вдали видна наша гора. Здесь высота 2880. Также видна панорама. Фурмановка. И теперь будем спускаться с перевала по тропе, ведущей к подножию Фурмановки. Вон туда нам надо выйти. С перевала можно пойти на Котырбулак, Букреево или спускаться в Левый Талгар. Конечно, хотелось бы туда, но не представляется нам пока возможным. Идем по тропе, которая проложена вдоль склона. Спускаемся с Бутаковского перевала. Сейчас выйдем к самой нижней точке этой тропы, к ручью, и там устроим обед. Внизу Бутаковское ущелье. Здесь недалеко под нами Верхний Бутаковский водопад. Отсюда тоже хорошо виден путь наш через Фурмановку. Панорама. Big Sky. Вышли к месту, где собираемся пообедать. Кстати, это истоки речки Бутаковки. Сходит очень мощная лавина. Вот ее остатки. И дальше тут недалеко водопад, где скалы. Там водопад. Верхний Бутаковский. Маршрут, которым я хотел спускаться к тропе. Да, вполне можно спуститься, по-моему. Ну, мы решили сделать петлю через Бутаковский перевал. Посчитали это более безопасным для своих ног. А так здесь ни скал, ничего нету, трава, но круто. Перешли Бутаковку у ее истоков, и у нас сейчас обед. Сегодня у нас будут гамбургеры. Это, по-моему, у нас впервые. Домашние гамбургеры. Овощи. Пицца кабачковая. Фруктовый пирог.
Замкнули кольцо длиной 5 километров. Виден перевал Бутаковский, пик Скай. И спустились к подножию Фурмановки, откуда мы шли. Все. Теперь спускаемся к концу асфальта в ущелье Кимасар, где стоит наша машина. По тропе, по которой мы поднимались утром. Гора Еловая внизу. Съедим еще по одному домашнему гамбургеру. Булочки тоже домашнего приготовления, не покупали. Вышли из полосы дождя не вышли, но здесь он слабее и солнце светит. Ох, сейчас будет вкусняшка. Все домашнего изготовления, ну кроме огурцов, помидоров и салата. Вот он такой. Вот такой он. Вот. Горный кимасарский гамбургер.